Всем привет на моем канале! Сегодня я сделаю обзор на насадки из набора 24 штуки, которыми я не пользуюсь вообще, либо использовала очень-очень редко. Девочки очень часто задают вопросы, где купить насадки, какой набор купить, и сразу покупают, допустим, тоже наборами, как и я, но потом эти насадки просто валяются. Я потом даже докупала те, которые мне были необходимы, где-то по размеру, допустим, отличались, либо по форме. И данные наборы также, они бывают разные. Тоже обратите внимание на тот, который у вас. Можете мне писать в комментарии, мне будет очень интересно почитать. И также, если вы знаете, как применить ту или иную насадку, которой я не пользуюсь. Если вы именно по десертам специализируетесь, либо вас обучали где-то чему-то, то тогда тоже мне эта информация очень пригодится. Может, я что-нибудь из этого назад верну в свой рабочий процесс. Также немножко расскажу про адаптеры. Я ими тоже перестала абсолютно пользоваться, но это позже. Покажу ближе насадки. Их очень много. У меня обзор есть такой в ускоренной съемке. В принципе, там просто способы украшения каждой насадки. Поэтому для просмотра, для общего развития. Обучение, ну, тут нечему обучать. Как нажимать на пакет, чтобы выдавить крем, я думаю, это лишнее объяснять. Показывать я буду на белковом креме. Белковый крем у меня без сиропа. То есть я его завариваю на водяной бане. Это очень классный рецепт, намного проще готовить его, чем на сиропе. И здесь сахара меньше в 2 раза. Посмотрите, какой он у меня сегодня плотный. Многие пишут, не получается такой. Ну, просто нужно дольше взбивать. Смотрите, здесь на 4 белка. Вот я на лопатку его прям всего взяла. Очень классный, ссылочку оставлю под видео в описании. Сейчас у вас может появиться в подсказках. Переходите, смотрите и учитесь. Мой любимый крем не уступает вообще белково-заварному крему на сиропе. Ну, я его до сих пор не готовлю, нет смысла мне переводить продукты. Иногда даже этот крем у меня не получается, потому что все зависит от яиц, от сахара, от того, насколько у вас хватило терпения постоять за плитой, все это взбивать. Это я готовлю ручным миксером. И немножко про адаптеры. Когда я выбирала себе набор насадок, то есть это было давным-давно, мне посоветовали: адаптер вам нужен? Я говорю, ну давайте. И я взяла 2, один побольше, второй поменьше. В принципе, для вот этого набора подходит, но есть насадка, которая сваливается отсюда, и она даже не одевается и не закрепляется. Поэтому я приобрела еще вот такой дополнительно, по-моему, маленький. Ну, на него хорошо садится насадка и закручивается. Сейчас для чего адаптер? Для того, чтобы вы могли одним и тем же цветом крема, допустим, меняв насадку, работать. Для адаптера берете кондитерский мешок, вставляете туда адаптер. И, кстати, только потом уже в процессе работы, ну, нескольких там казусных ситуаций, когда давишь крем и прям насадка вылетает. Поэтому пакетик должен быть вровень с адаптером, чтобы прям накручивать на пакет. Таким образом он закрепляется и, в принципе, никуда не денется. Вот таким образом. Да, это очень удобно, но сейчас покажу другой, более простой вариант, чтобы дополнительно не мыть еще адаптеры. Берете мешок, вставляете насадку, так, чтобы она немножко выглядывала. Иначе, если чуть больше, тоже, если крем сильно плотный, она вылетает. И берете второй кондитерский мешок, куда закладываете крем, и вставляете вот так, мешок в мешок. Очень удобный вариант, экономный, в принципе, и тоже меньше возни. Кто как привык. Про этот адаптер тоже покажу и расскажу. В принципе, ну вот для этого набора он вообще не подходит. Он даже не закручивается. Если вы такое решили купить, не факт, что у вас получится что-то сделать. Нужны другие насадки. Он состоит из 3 частей. Они пронумерованы. То есть тут еще определенно нужно стороной собрать. Это для чего? Вставляете в мешок. Допустим, здесь красный цвет, здесь зеленый цвет. А здесь, например, еще какой-нибудь желтый. Соединяете между собой. Потом одеваете насадку, закручиваете это все. Плюс это все нужно еще в какой-то большой кондитерский мешок засунуть. Короче, я не пользовалась этой штукой. Просто валяется у меня вот без дела. А более упрощенный способ и дешевый — это когда вы берете пищевую пленку, разматываете, ну, нужной вам длины, допустим, под кондитерский мешок. И сюда полосочками выдавливаете крем. Либо просто ложкой выкладываете ровненько. Там желтый, зеленый, красный, синий, оранжевый. Потом вот так вот скручиваете в трубочку.
Ну, так или так, без разницы. Фиксируете края, обрезаете с одной стороны, вставляете этот крем с полосочками в кондитерский мешок, обрезанный куда вам надо, и насадку любую тоже сюда ставите. Намного удобнее и проще. Итак, первая насадка, которой я не пользовалась вообще никогда, это вот такого плана. То есть с одной стороны она идет такими зубчиками, а со второй стороны изгиб. Не знаю, в чем ее применяется, возможно, для цветов. Если знаете, пишите и название, и для чего ее можно применить. Насадку я в мешок кондитерский, а во второй набираю крем. Крем постоял, начал пузыриться, поэтому его нужно хорошенько промешать. Честно, даже не знаю, как ее поставить. Ну, вот что-то типа того. Может, какие-то рюшики получатся. Ну, это все, что я придумала. Больше даже не знаю, на чем показать. Можно попробовать сделать цветок. То есть она чем-то похожа на насадку от хризантемы. Ну, в общем, мне такая насадка не подходит для работы. Пакет остается чистым. Убираю просто насадку, снимаю с минимальным количеством потерь крема. Вторая насадка из этого набора, она такая же, как и эта, просто она больше. В 2 раза. Ну, вот этой стороны можно сделать, допустим, плетение для корзинки. В принципе, то же самое. Просто больше выхода крема. Третья насадка, это вот такого плана, она с 2 сторон. Похоже на пасть чью-то. Она с 2 сторон зубчиками. Предыдущие 3 насадки заменяет вот эта одна плоская, сантиметр на выходе. Она идет с одной стороны зубчиками, со второй стороны прямая. Также подходит, ну, вот для плетения корзинки, например, из крема. Поэтому это я вот пользуюсь. Четвертая насадка, которую я никогда тоже не использовала, показывала только в обзоре, это вот такая. То есть с 2 сторон дырочки и перемычка посередине. Такой нанос похоже. Даже не знаю, что с нее получится показать. Ну, может, рюши какие-то или что. Ну, в принципе, это и все. Больше тут не на чем останавливаться. Есть еще одна насадка, которую я редко очень использую, однако она рабочая и подходит для листьев от тюльпанов. Когда вы отсаживаете тюльпаны, то листочки делаются вот этой вот насадкой. Круглая, с уголочком загнутым. Получаются очень красивые листья. Дальше вот эти 2 насадки, они аналогичные, отличаются размером. Я ими вообще не пользовалась никогда, но видела, как их используют при изготовлении десертов. Да, если вы занимаетесь десертами, тогда это очень хорошо. Либо вы только кремовые торты делаете, тогда тоже можно что-то придумать. Ну и на примере одной из этих 2 покажу, что можно делать. Чем медленнее ведешь, тогда образуется волна, либо ее можно самостоятельно сделать. Еще можно вот так. Есть еще насадки трубочки, но я очень часто заменяю их просто на обрезанный пакетик.
Мне так проще. Потому что даже вот здесь она идет неровная по диаметру сверху. На выходе получается то же самое, что с пакета дальше. Вот эта маленькая насадка, я ее использую для паутинки, но в последнее время я ее вообще забросила. То есть я ее делала, но на выходе получается как-то не очень. Мне больше нравится с пакетика. Были моменты, когда крупинки сахара попадают, они застревают, и насадку приходится чистить. Это не очень удобно. Остальные рабочие. Здесь вот идут насадка для розы с выходом 2 с чем-то сантиметра. Здесь тоже насадка для розы. Здесь выход меньше, и она идет фигурная, то есть изогнутая такая. Цветы делать хорошо. И еще одна есть насадка, которой я не пользуюсь. Это вот насадка рюши. Здесь слишком большая прорезь. Допустим, даже если делать кремовый торт, представляете, какой слой крема будет. А если торт высокий, ну, соответственно, и крема больше. Есть насадка немножко поменьше. Эту насадку нужно поворачивать в ту сторону, какая у вас рабочая, то есть какую вы ведете, вправо, влево. Вот я, допустим, правой рукой ставлю к краю, нажимаю. Чем сильнее давлю либо веду, тем волна отличается. Или вот так. Я сейчас вот эту насадку рюши не использую. Почему? Потому что я заменила на насадку для розы. С нее очень хорошо тоже получается рюш. Вот такой обзор у меня получился. Надеюсь, я не затянула, не утомила своими разговорами. Возможно, новичкам это будет интересно послушать, посмотреть, потому что, в принципе, в интернете, я не видела обзоров на эти насадки. Как-то вскользь, и в основном все работают абсолютно другими при оформлении тортов. Поэтому, возможно, вы для себя какую-то информацию возьмете на заметку. Мне будет приятно. Так что, кому идея видео понравилась, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Всем пока-пока.